Смарт-часы с GPS-навигацией, 90 видами тренировок, большим сенсорным экраном, автоматическим измерением пульса, хорошим функционалом, стильным дизайном, удобными напоминаниями. Ко всему они еще и подключаются к приложению Realme Link и имеют отличную автономность до 14 дней. Что такое Realme Link, я думаю, вы понимаете. Обо всем этом, разумеется, нам заявляет сам производитель к смарт-часам под названием Diza Watch Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Поставляются данные смарт-часы в прямоугольной коробке, коробка черного цвета, на ней есть изображение модели и краткая информация. Пакинг хороший, дошло все в целости и сохранности, что радует. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, зарядное устройство с двумя пинами и краткую информацию. Весит смарт-часы 43 грамма, русский язык на борту, размеры небольшие, 39 на 45 на 12,5 мм. На руке смотрится довольно неплохо. Напоминаю, что ежемесячно разыгрываю опять Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. 7 обзоров в неделю выгружаю, условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. Прикрепе самые 3 полезных канала. Это телеграм-канал скидок, нас там больше 80 тысяч, и я в основном объясняю, откуда цены, почему так дорого или дешево, и какие сейчас проблемы иногда. И постю только полезные предложения. Телеграм-канал взаимопомощи, нас там почти 14 тысяч человек, и телеграм-канал Пользаграм, где мы делимся фото и видео новых смартфонов в различных вариантах использования или старых. Всегда можете прийти и проверить по хэштегу. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляются Diza Watch Pro с черным и темно-синим ремешком. Цвет корпуса один. Дизайн стандартный, выглядят они так же, как и другие носимые устройства. Ремешок быстросъемный, тактильно приятный, но слегка жестковат. Регулируемая длина ремешка 150 на 215 мм, корпус часов выполнен из полимерных материалов, сборка неплохая. Тыльная часть матовая, а рамки глянцевые и марки, что слегка расстраивает. При носке Diza Watch Pro не ощущаются, спать в них комфортно, что хорошо. На корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Динамика и микрофона здесь нет. Diza Watch Pro может измерять пульс, кислород в крови, мониторить сон, а вот мониторить уровень стресса нет. И может быть это и хорошо. Мы и так прекрасно знаем, что мы всегда в максимальном стрессе. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, не нащупывают, пульс измеряют в автоматическом режиме с периодичностью 5 минут. И, разумеется, в ручном режиме. SPO2 работает только в ручном режиме, это плохо, кислород лучше по автоматам снимали. Все довольно скромненько, на руке измерения не сказал бы, что точны, так как часто имеется небольшая погрешность. Сон мониторят в целом хорошо, как и все фазы сна. Также на корпусе есть физическая кнопка, честно говоря, что есть ее, что ее нет, нажимается плохо и переназначить команду нельзя. Отвечает кнопка за включение и выключение экрана, а также за возврат. С фронтальной части находится дисплей на 1,75 дюйма, довольно приличный, с размером 320 на 385 пикселей. Рамки практически незаметны, а вот подбородок не маленький. Картинка четкая и насыщенная, скроллинг не совсем плавный, ко всему перемещаться по интерфейсу слегка неудобно. Яркость 600 кандел на метр квадратный, при прямом попадании света на экран с максимальной яркостью в солнечный день яркости хватает и вглядываться не приходится. Автояркости на борту нет, как и Always On дисплея. Во всяком случае, пока с этой прошивкой постоянно включенного экрана и других фич здесь нет. Время до отключения экрана максимум 15 секунд, чего мало. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо, но не супер быстро. Включить или выключить данную функцию, разумеется, можно в настройках на самих часах. Установить пароль на смарт-часы нельзя, но можно включить режим «Не беспокоить». По свайпам с главного экрана сверху вниз уведомления, снизу вверх меню, слева направо панель быстрого доступа, а справа налево виджеты, которые можно настроить под себя, как и меню. В меню из интересного это измерение пульса SPO2, мониторинг сна, тренировки, будильник, который можно завести прямо с часов, погода, секундомер и таймер. В фоновом режиме может работать только секундомер. Далее есть музыкальный плеер для переключения треков и регулировки громкости музыки, воспроизведенные, собственно, в смартфоне. Встроенной памяти, разумеется, в часах нет, так что загрузить что-либо на них вы не сможете. Bluetooth кнопка для удаленной съемки, которая работает отлично. Медитация, поиск телефона, Realme Link для управления подключенных ТВС наушников, что круто. Активности, настройки. В настройках все скудно, есть базовые настройки, а также включение-выключение режима энергосбережения. Настройки напоминаний, таких как малоподвижность, достигнутая цель, вода и медитация. Также можно выбрать режимы отображения меню, списком или сеткой, настроить силу вибрации. Связь с устройством, с которым часы в паре держат стабильно, уведомление об отключении Diza Watch Pro срабатывает. Подключить нагрудный датчик нельзя. Тренировок на борту 90 режимов, и их можно добавлять через приложение. Кто бы хотя бы 9 пользовался, правда? Но вот отслеживание плавания я не обнаружил. И что-то мне подсказывает, с новыми обновлениями оно и не прилетит. Определение активности я тоже не обнаружил. GPS плюс GLONASS здесь работает и на борту, но карты строятся очень плохо, и местоположение смарт-браслет определяет довольно долго, около 20 секунд. Да? Сказали бы мне 2 года назад,
назад, что 20 секунд это будет долго. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером и все. Далее, при входящем звонке можно сбрасывать вызовы и включать беззвучный режим. Быстрых ответов на звонки нет, как и на уведомления. Вибромоторчик не самый плохой, разбудить точно сможет. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя. Иконки отображаются, а вот смайлики нет. Емкость аккумулятора 390 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 20 минут. В активном сценарии использования на 100% яркости они проживут не более 8 суток по моим тестам. Время автономной работы в целом меня порадовало. Водонепроницаемость класса IP68. Разумеется, я их топил, ничего с ними не произошло. Функционал активен, внешне смарт-часы никак не пострадали. Приложение стандартное Realme Link. В приложении есть 4 вкладки, такие как профиль, тренировка, здоровье, где отображается весь мониторинг здоровья, и последняя вкладка — это устройство. На стандартной странице со смарт-часами мы имеем заряд в процентах, что удобно, галерею с циферблатами, которых достаточно. Ко всему можно установить любую фотографию на заставку. Далее есть стандартные настройки и обновление прошивки. Мне обновления еще не прилетали, что странно. Минусы: нет NFC, нет динамика, нет микрофона, нет возможности разговаривать через смарт-часы или отвечать заготовками на звонки или уведомления, в отличие от браслетов. К слову, топ-браслетов есть на канале, практически половина из них может заготовками отвечать на звонки. Не отображаются смайлики, нет Always On Display, мало различных полезных функций, бесполезная кнопка по мне, некорректное измерение пульса SPO2, как и работа GPS. Нет отслеживания плавания на данный момент, и минусов, как по мне, для данной модели более чем достаточно. Цена — это один из плюсов, ее можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, опять же повторяюсь, смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Возможно, вы смотрите во время распродажи, там будет что-нибудь интересное. Если не во время сейла, то интересного будет мало, честно вам скажу. Хотя все бывает, так сказать. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, и резюмирую. Diza Watch Pro меня особо не впечатлили. Да, есть GPS-навигация, автономность вроде хорошая, но и на этом все плюшки закончились, по большей части. Правда, осталась еще одна — цена. По некоторому мнению, они могут быть дороговаты, но это смотря когда покупать, потому что на сейл они стоят прям совсем дешево. Но это как повезет, еще раз повторяюсь. Не забудьте подписаться на канал, приходите на стримы, мы там обсуждаем, кто что купил, как сейчас рынок работает, какие кого девайсы радуют. Допустим, я от Zenfone 9, который недавно обозревал, ожидал большего, а от Xiaomi 12T Pro большего. Zenfone 9 меня разочаровал, 12T Pro нет. Но от Pixel 7 Pro я ожидал чего-то ужасного, обзор на него пока еще не выгружен, а он волшебный. Поэтому девайсу от меня максимально скромное «да». Пишите в комментах, на что бы вы еще хотели увидеть обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья!